Одни из лучших российских часов 2020 года. Лимитированная серия «Восток Припять» в этом обзоре. Привет, друзья! С вами Виктор, и вы на канале про часы. Совсем недавно мы подводили итоги 2020 года и выбирали лучшие отечественные часы. Посмотрите этот ролик, если еще не успели. Серебряным призером стала лимитка «Восток Припять». Часы, которые выпущены специально для испанского часового форума. И тут следует немного прояснить, как происходят подобные проекты. Любители часов, участники этого форума, захотели сделать особую модель для себя. Так часто происходит и на нашем российском форуме. Инициаторы предложили идею и предварительный дизайн, и дальше в процессе обсуждения уже родились эти часы. Финальный образец строго ограниченной партии произвел часовой завод «Восток», и часы отправились своим владельцам. Как правило, часы из подобных проектов в открытую продажу не попадают, и взять их на обзор не так-то и легко. Но в этот раз нам повезло. Мне написал один из моих подписчиков, участник испанского форума, который является обладателем часов «Восток Припять». Более того, он живет совсем рядом со мной. Благодаря Хуану мы сегодня и смотрим на новые часы «Восток Припять». Историю катастрофы Чернобыльской атомной электростанции, думаю, вы прекрасно знаете. Напомню лишь, что Припять – это город, расположенный в непосредственной близости от АЭС, в котором до 1986 года проживало большинство сотрудников станции. После аварии город опустел. Туда часто приезжают сталкеры, а с недавних пор есть и официальные экскурсии. Пустой полуразрушенный город вызывает огромный интерес. Многие здания выглядят абсолютно постапокалиптично, а в помещениях сохранилось довольно много предметов быта. Например, в крытом бассейне «Лазурный», который даже после аварии использовался ликвидаторами, сохранились большие настенные часы. Они-то и стали прототипом, а скорее вдохновили энтузиастов на создание модели из нашего обзора. Было несколько изначальных версий часов, но по выбору большинства выбор пал на амфибию в 160-м корпусе, и часы получили великолепный, полностью покрытый люминофором циферблат. А теперь давайте на эти часы посмотрим более детально. Поехали! Итак, друзья, перед нами «Восток Амфибия Припять», лимитка для испанского форума. Давайте начнем с основных габаритов с корпуса этих часов. Здесь стандартный 160-й корпус выполнен из нержавеющей стали. Его габариты составляют 40 мм на 48, если взять от ушка до ушка, 48,5. Ну, здесь, как видите, браслет прямо встраивается непосредственно в сам корпус. Заводная головка завинчивается, и на ней мы видим также логотип «Восток». Безель этих часов имеет скорее декоративную функцию. Я понимаю, что многие говорят, что на дайверских часах безель должен вращаться в одну сторону со щелчками, но здесь безель выполнен немножко иначе. Практически на всех часах «Восток» у нас есть двунаправленный безель без каких-либо щелчков. В принципе, время засечь по этому безелю можно, это не проблема, но в других ситуациях использование его скорее все-таки декоративное. На часы установлен литой браслет. Браслет в принципе очень даже неплох. Такой браслет мы часто можем встретить в различных специальных сериях амфибии. Что касается застежки, она здесь штампованная. Застежка имеет два типа фиксации, и мы видим тоже небольшой логотип «Восток». Конечно, хотелось бы, чтобы уже на амфибиях появились нормальные литые застежки. Надеюсь, в скором времени мы их получим. Задняя крышка завинчивается, на ней мы видим специальную гравировку. Но давайте к задней крышке перейдем немного позже. Сниму браслет, и будет лучше видно. Откроем часы, посмотрим, что за механизм здесь установлен. И хочу обратить внимание на циферблат. Циферблат в этих часах — это, пожалуй, самое интересное. Он здесь полностью покрыт люминофором. Мы видим люм и на стрелках, и на метках. Вот эти красные метки, они тоже светятся в темноте. На циферблате мы видим надпись «Восток, антимагнитные, Припять, 1986, сделано в России». По качеству циферблата, по качеству в принципе сборки этих часов, таких каких-то явных дефектов непосредственно нет. Конечно, при крупном увеличении мы можем увидеть не совсем четкую печать, какие-то пылинки, какие-то потертости, но все-таки стоит обратить внимание, что это часы недорогие. Кстати, стоимость именно этой модели составила 12,5 тысяч рублей, что в принципе для часов «Восток» возможно дороговато, но для специальных серий очень даже приятная цена. Да и в принципе для российских часов цена 12 тысяч рублей
по отношению к другим часам очень даже неплохая. Если говорить про отделку самого корпуса, ну тоже высокого качества отделки мы здесь не увидим, но в принципе, в целом, все довольно-таки достойно. На неплохом уровне это все выполнено. Но и все-таки именно эта модель, она в первую очередь интересна своим циферблатом. Посмотрите, насколько он здесь красиво выполнен, насколько интересно вот эти все красные метки сделаны. Ребята действительно заморочились, действительно постарались сделать очень-очень интересные часы. А вот эта отметка на секундной стрелке, на мой взгляд, немножко отличается по цвету. Она здесь больше как оранжевая, и тоже классно в темноте это все светится. Ну давайте сейчас посмотрим, как это выглядит, и скажу сразу, что я был очень приятно удивлен. Да, конечно, есть много часов с полностью покрытым люмом циферблатом, и Восток, в принципе, делал некоторые версии с таким цифером, но конкретно этот вариант, особенно с этими красными метками, мне очень понравился, и я считаю, что выглядит это очень-очень достойно. Заводная головка, как я уже говорил, завинчивается. В первом положении происходит подзавод часов. Механизм обладает как ручным заводом, так и возможностью автоматического завода. Во втором положении мы можем переводить стрелки часов. Довольно хорошо, плавно идет механизм, в этом плане нареканий никаких на механизм нет. Единственное, что может смутить, отсутствие даты в этих часах, но все-таки это лимитка, это особая серия, и мне кажется, что это часы не на каждый день. Повседневная дата, конечно же, удобна и нужна, но в таких сериях скорее лучше от нее отказаться, чтобы постоянно не заниматься выставлением нужной даты. Хотя некоторые носят часы, не обращая внимания, какая дата там выставлена. Кстати, напишите в комментариях, как вы выставляете дату в часах, регулярно ли это делаете, или в принципе не заморачиваетесь тем, какая дата указана на циферблате. Ну а теперь предлагаю снять браслет и посмотреть более детально на заднюю крышку. Итак, что мы видим на задней крышке? Мы видим гравировку с изображением Чернобыльской атомной электростанции и надпись «В память о тех, кто работал на общее благо». Действительно очень приятная надпись, и вообще, в принципе, идея часов мне очень нравится. И я считаю, что должны быть еще лимитки, посвященные этому событию, возможно, не только от завода «Восток». Все-таки, не сама катастрофа, а скорее память о тех людях, которые ликвидировали эту катастрофу, которые многие отдали свои жизни ради того, чтобы мы с вами сегодня жили. И это не пустые слова, все-таки катастрофа в Чернобыле, если бы вовремя не остановили, если бы не исправили ситуацию, могла бы принести гораздо больше жертв и более серьезных последствий. Водозащита часов 200 метров, и здесь завинчивается задняя крышка. Точнее, как на всех амфибиях, не сама крышка, а кольцо вокруг крышки. И сейчас мы его снимем и посмотрим, что же скрывается под этой гравировкой. Открываются такие крышки, в принципе, несложно, если у вас есть специальный инструмент. Достаточно сорвать резьбу, и далее уже можно крышку довольно легко открутить. Опять-таки, точнее, откручивается непосредственно вот это кольцо. Снимаем кольцо, снимаем саму крышку. Вот он, механизм «Восток». Как видите, на задней крышке внутри установлена специальная пластина, которая защищает часы от магнитных полей. И непосредственно эта пластина меняет действие магнитного поля таким образом, чтобы под него не попадала спираль баланса. А спираль баланса в механических часах — это, пожалуй, основной элемент, который наиболее подвержен магнитным полям. И как раз таки вот эта штука и защищает наши часы. Собственно, под надписью «Восток» мы и видим надпись «Антимагнитные». Внутри у нас установлен механизм 2415 с центральной секундной стрелкой. Механизм имеет систему автоподзавода и предохранительное устройство, которое защищает от перезавода пружины. На роторе автоподзавода мы видим логотип «Восток», такой прорезанный. Что касается отделки механизма, здесь она уже стала, на мой взгляд, немного лучше. Хотя производители обещали делать все лучше и лучше, стараться доводить отделку механизма до действительно таких красот. Пока прям идеально мы ничего не видим, но в принципе в целом уже лучше, чем было раньше. Видите черную прокладку, которая защищает часы от воздействия воды, а вокруг самого механизма красное проставочное кольцо. Кстати, на самом механизме есть надпись 241501 и в другой его части гравировка «РУС».
Что касается точности хода, она вполне стандартна для этого калибра и составляет минус 20 плюс 60 секунд в сутки. При этом мы имеем 19 800 полуколебаний в час. Давайте аккуратно теперь часы закроем, спрячем механизм. Все-таки не самое лучшее постоянно его открывать-закрывать. Тем не менее, посмотреть мне было, например, очень интересно. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, вообще интересно ли вам, какие механизмы установлены в часах, стоит ли их вскрывать, либо же это никакой существенной разницы не несет. И главное, как выглядят часы снаружи. А если вы все-таки беретесь вскрывать задние крышки в часах, старайтесь потом их плотно закручивать, чтобы влага не попала, собственно, в механизм. Ну и давайте посмотрим, как эти часы сидят на руке. Для небольшого запястья размер 40 мм, прям самое оно, выглядит абсолютно гармонично и, в принципе, я уже опять-таки повторюсь, мне эти часы очень понравились. Мне кажется, это очень достойное решение, хорошая идея, хорошее исполнение. Пишите в комментариях, что вы думаете про эти часы. Если ролик вам понравился, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. С вами был Виктор, до новых встреч на канале. Пока!